Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать шапочку. Для работы нам понадобится крючок. Крючок у меня 4,5. Пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Вы можете взять любую пряжу и подобрать под нее крючок. Шапочка будет смотреться великолепно. На уроке мы с вами научимся вязать очень красивую, интересную резиночку. Посмотрим, как перейти от одного рисуночка к другому. Покажу вам красивый и простой узор, моя авторская разработочка. Узнаем, как выполнить донышко. И свяжем вот такую красоту, видите, да? Все, что вам понадобится: пряжа, немного времени и терпения. И ваша красота будет готова. Приступим к работе. И буквально 2 слова покажу на манекене, как можно носить шапочку. Вот видите, то есть первый вариант вы берете просто и это первый вариант. Я сейчас немножко покручу, покажу, как она смотрится. Видите, прекрасно будет смотреться буквально в любом цвете и из пряжи любого состава. И второй вариант или третий, то есть второй вариант вы просто с напуском, да, делаете, то есть вот таким образом. Или просто берете и вот как донышко. Тоже хорошо смотрится, красиво и интересно. Вот таким образом. Можно, если вы деткам вяжете, даже, допустим, какую-то брошечку или заколочку сюда поместить. И вот такая шапочка получится. Подчеркиваю, вяжется очень-очень просто, смотрится красиво, стильно и интересно. Присоединяйтесь и начнем выполнять нашу шапочку. И начинаем выполнение нашей резиночки с 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили цепочку из 9 воздушных петель. Далее мы выполняем одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Я ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее очень внимательно я захватываю, вот видите, нить столбика, или это называется ножка. Далее ввожу крючок в следующую петлю и только теперь захватываю нить, вытягиваю и провязываю. В дальнейшем мы будем выполнять абсолютно такие же действия, то есть захватываю, видите, да? Далее ввожу крючок в следующую петлю и провязываю. Захватываем, вводим в следующую петлю и провязываем. Не спеша, внимательно. Ваш узор не должен быть плотным. Вам тогда очень будет удобно и легко работать. И резиночка получится красивой, пышной и аккуратной. Ввели, далее в петлю, вытянули и провязали. И еще раз ввели в петлю, вытянули и провязали. Так мы выполняем до конца нашего ряда. И мы завершаем выполнение нашего ряда очень внимательно. То есть точно так же я ввожу крючок, захватываю, далее петля и
3 петли на крючке провязываю вместе. Мой ряд завершен, и я могу перейти к выполнению следующего ряда. Я выполняю одну воздушную петлю, работу разворачиваю. Обращаю ваше внимание, что мы работу разворачиваем всегда в одном направлении. И будем теперь вязать за дальние полупетли. Смотрите, я пропускаю одну воздушную петелечку, которую выполнила. Далее ввожу крючок за заднюю или дальнюю полупетлю столбика. И выполняю столбик без накида. Наш ряд всегда так будет начинаться. Далее я выполняю все то же самое, то есть захватываю нить столбика, дальняя полупетля, захватываю рабочую нить и 3 петли на крючке провязываю. И еще раз повторим. Захватываем нить столбика за дальнюю полупетлю и провязываем. Захватываем. Очень все просто. Вот таким образом раппорт высоту у нас с вами всего лишь один ряд, который будет без конца повторяться. То есть этот ряд мы будем выполнять высоту на необходимую нам, ну скажем так, высоту, да. И так я вяжу до конца моего ряда. Давайте я выполню вместе с вами. Не спеша, видите, вот очень красиво, объемно получается. И я повторюсь, не затягивайте петелечки, тогда у вас резиночка получится пышная и красивая. И очень важно не пропустить последнюю полупетлю. Вот она. Сразу скажу два слова. Если вы будете вязать, допустим, повязку на голову, можете провязывать за 2 полупетли. У вас тогда не будет вот такой маленькой дырочки. Но мне нравится именно когда провязано за полупетлю. Повторюсь, то есть вы можете провязывать и за обе полупетелечки. Но я в своей резинке буду провязывать именно за одну полупетлю. И провязали. И вот такая красота у нас с вами получается, видите. Далее одна воздушная, работу разворачиваю, пропускаю петелечку воздушную и вершинку столбика, столбик без накида. Все очень просто. И далее мы повторяем. Ввели крючок за полупетлю и провязали. Я выполню несколько столбиков. Далее вы будете выполнять самостоятельно. Видите, да? Очень просто. Вот такая красота у нас с вами получается. С одной стороны, с другой. И я уже связала небольшой отрезок. Видите, вот такая красота у вас будет получаться. Очень эластичная, нежная и красивая резиночка. Видите? Выполняйте ее на необходимую длину. И мы далее соединим и продолжим выполнение нашей шапочки. После того, как мы выполнили с вами резиночку на необходимую нам длину, я покажу, как соединить. Смотрите, мы берем тот край полотна резинки, с которого мы начинали. Вот наша наборная цепочка. И вот наша петля. Вот петля рабочая. Мы выполнили уже воздушную. Она только что просто распустилась. И теперь смотрите, я ввожу крючок в первую петлю цепочки и очень внимательно за дальнюю полупетлю. Здесь очень важно именно дальняя полупетля. И выполняю соединительную.
или соединительный столбик, или соединительную петлю. И вновь ввожу крючок в следующую и опять же за дальнюю полупетлю, вот таким образом, и соединительная. Можно просто сшить, именно захватывая воздушную петлю и полупетлю наших столбиков. Ну, здесь уже смотрите, можно крючком, можно иголочкой. Главное, соединительные петли или столбики не затягивайте. Они должны четко ложиться по вашему полотну, не затягивая работу. Вот таким образом. Все, нам осталось немножко с вами выполнить. Вот. И еще одна петелечка. И здесь вот видите дальняя полупетля. Мы с вами выполнили соединение. Это у нас изнаночная сторона. И я работу разворачиваю. То есть выворачиваю. И видите, у нас с вами вот будут идти рубчики красивые. И наша, скажем так, цепочка и соединение абсолютно не будет видно. И после того, как наша резиночка готова, мы выполним ряд столбиков без накида. Этот ряд у нас не будет в узоре участвовать, а просто он для перехода от одного узора к другому. Вот моя цепочка, да, и вот я прямо в вершинку цепочки ввожу крючок, столбик без накида. Далее, вот моя как бы бороздочка, да, и тут вот как бы 2 нити. Столбик без накида. Далее столбик без накида, вот узор. И вот сюда я ввожу крючок, столбик без накида. Далее опять вот косичка и вершину косички. И так продолжаем. Столбик без накида сюда, сюда и вершинку косички. Нужно запомнить, что как бы между косичками мы выполняем 2 столбика без накида. 1, 2 и условно, да, в косичку. Опять 1, 2 и условно в косичку. Вот таким образом. И давайте еще раз. 1, 2 и в косичку. И вот таким образом мы выполняем наши столбики без накида, видите. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда столбиков без накида. Напоминаю, это подготовительный ряд. И я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я приступлю к выполнению еще одного подготовительного ряда. Вяжется он очень просто, но необычно. Смотрите, у меня есть уже 1 петля на крючке. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика и вытягиваю еще 1 петлю. Далее провязываю вот таким образом, то есть делаю общую вершинку и воздушная. Далее накид на крючок, и теперь в эту же вершинку выполняю полустолбик. И продолжим. Ввожу крючок, незавершенный столбик без накида, еще 1 незавершенный столбик, общая вершинка и воздушная. Накид и провязываем полустолбик в эту же вершинку. Обращаю ваше внимание, видите. И еще раз давайте. Первый полустолбик, прошу прощения, первый столбик без накида, второй, общая вершинка. Видите, да, то есть мы как бы завершаем 2 приема через воздушную петлю и 2 петелечки на крючке, накид и в эту же вершинку полустолбик.
И еще раз, видите, да, все очень-очень просто. Вместе и 2. Накид и полустолбик. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение второго подготовительного ряда. После того, как я выполнила полустолбик, я ввожу крючок, вот видите, воздушная петелечка, и выполняю соединительную. И еще раз напомню, что я выполнила 2 подготовительных ряда. Это столбики без накида и ряд узора. Сейчас я буду выполнять уже непосредственно узорса. Узор в высоту всего лишь один ряд, ну, раппорт в высоту всего лишь один ряд, то есть вяжется очень просто. И напоминаю, что раппорт в ширину, я уже говорила, это 2 петелечки. Мы с вами продолжаем работу. Я выполнила воздушную. Далее очень внимательно смотрите, вот мой полустолбик, я ввожу крючок и вытягиваю петлю. Далее 2 вместе и провязываю в этом случае воздушную. Далее накид на крючок, и теперь смотрите очень внимательно, я обхватываю полустолбик и выполняю вогнутый столбик с накидом. Вот таким образом, все очень просто. Далее вот видите, у меня петля, да, вот под вершинку я ввожу крючок, вытягиваю, вершинку полустолбика вытягиваю вместе, провязываю, далее накид и вокруг полустолбика. Не затягивайте, узор вяжется очень просто, смотрится очень красиво. Он такой объемненький получается и необычный. Давайте еще раз, смотрите. Вытягиваем, далее вершинку вытягиваем, провязываем 2, потом опять 2, накид и вогнутый столбик с одним накидом вокруг нашего полустолбика в предыдущем ряду. Но в дальнейшем у нас получается над этим столбиком и будут все столбики с накидом вогнутые. Видите, вот такая красота у нас получается, объемненько, интересно и красиво. Давайте еще пару раз выполним. Очень просто. Вершинку полустолбика, 2, 2, накид и вогнутый столбик с накидом. Вытягиваем вершинку, 2, 2 и вогнутый столбик. Давайте еще раз. Вытягиваем вершинку, 2, 2 и вогнутый столбик. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Видите, да, вот объем уже виден, очень необычно и красиво смотрится. Я завершу выполнение ряда вместе с вами. И видите, да, вот уже начал прорисовываться наш узорчик, очень красивый, объемный и в то же время достаточно простой. Я завершу выполнение ряда. Смотрите, я ввожу крючок в воздушную петелечку и выполняю соединительную. Следующий ряд у нас вяжется точно так же, то есть, как я и говорила, раппорт ширину у нас 2 петелечки, раппорт высоту всего лишь один ряд. Единственное, мы 2 выполняли с вами подготовительных ряда. Что мы делаем? У нас петелечка на крючке, я ввожу крючок в вершинку столбика, 2 и начинаем воздушная, далее накид вокруг столбика, видите, я завожу и вогнутый столбик с накидом. Все будет у нас с вами повторяться. Далее вытягиваем вершинку, вытягиваем, провязываем вместе еще раз 2 петли, да, накид, захватываем. Обращаю ваше внимание, да, вот когда мы с вами выполняем вогнутый столбик, то мы захватываем, видите, вот еще и нить у нас с вами, вот она. То есть мы вот прям так обвиваем и вогнутый столбик. И давайте еще раз вытягиваем, вытягиваем,
Раз провязываем и 2. Накид и вогнутый столбик. Все очень просто. Этот ряд будет без конца повторяться. И вот такая красота, объемный красивый узор будет получаться. Шапочка будет смотреться просто великолепно. Ну, давайте еще раз вытягиваем. Раз, 2, накид и провязываем вогнутый столбик с накидом. Ввожу, да, раз, далее вершинку 2, вместе, еще раз вместе, накид и вогнутый столбик с накидом. Видите, да, еще раз смотрите, выполнили. Далее вершинку этого же столбика, куда мы сейчас будем провязывать с вами, вогнутый столбик с накидом. Итак, мы с вами выполняем наш узор на необходимую нам высоту. Мы выполнили основное полотно ровно нашей шапочки. И обращаю ваше внимание, прекрасно смотрится узор. Можно выполнить не только шапочку, да, можно жилет, пуловер, то есть все что угодно выполнить. Ну, сейчас мы с вами вяжем шапочку, и я хочу показать, у меня вместе с резиночкой получилось полотно 24 сантиметра. Вот видите? И я могу приступить, мне достаточно, и я могу приступить к выполнению донышка. Мы приступаем к выполнению первого ряда донышка, напоминаю. После того, как выполнили соединительную, что мы с вами дальше делаем? Мы вытягиваем нашу петлю. Далее, смотрите, я пропускаю вогнутый столбик и вершинку нашего столбика, ну или вот этого приема, да, я ввожу крючок и опять же вытягиваю. Далее 2 воздушные, все точно так же, как выполняли ранее, накид, и здесь я уже выполняю вогнутый столбик. Далее ввожу крючок в наш прием, вытягиваю, пропускаю вогнутый столбик в следующий прием, провязываю, накид и вогнутый столбик. То есть мы с вами как бы пропускаем один раз вогнутый столбик. Давайте еще раз выполним. Ввожу крючок, вытягиваю, пропускаю вогнутый столбик и следующий вогнутый столбик я провязываю. Так, мы с вами выполняем наш первый ряд донышка круговой и вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение первого ряда донышка. После того, как выполнили вогнутый столбик с накидом, я ввожу крючок в воздушную петелечку и выполняю соединительную. То есть принцип остается тот же. И могу приступить к выполнению второго ряда донышка. Второй ряд мы будем выполнять точно так же, как и предыдущий. То есть вытягиваем петелечку. Далее очень внимательно пропускаем вогнутый столбик. Вершинку следующего я ввожу крючок. Далее 2 петли вместе, воздушная, накид. И этот вогнутый столбик я провязываю. Далее точно так же ввожу крючок, вытягиваю петлю, пропускаю вогнутый столбик, далее в наш прием опять же ввожу петлю, 2, провязываем петлю, накид и вогнутый столбик. И давайте еще раз, вот видите, да, уже вот формируется наше донышко такое плотненькое. Накид, точнее, прошу прощения, вытягиваем петлю, пропускаем, далее вытягиваем, 2 и
вогнутый столбик. Вот таким образом мы с вами выполняем второй ряд нашего донышка. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда нашего донышка. У нас всего лишь будет 3 ряда. Видите, да, уже совсем маленькое отверстие. И вот поскольку шапочка будет с напуском, мы сокращаемся очень резко. И вот такие, ну, объем такой будет у нас в донышке. И что мы делаем? Завершаем выполнение второго ряда. Поскольку тут у нас узор немножко не совпадает, что мы делаем? Я ввожу крючок и теперь вершинку столбика, видите, ввожу крючок 2, 2, и теперь ввожу крючок, воздушную петлю и соединительная. Мой второй ряд завершен, я могу приступить к выполнению третьего ряда. Третий ряд это будут выпуклые столбики с общей вершинкой. Смотрите, я над вогнутым столбиком выполняю выпуклый столбик или лицевой без накида и воздушную. Далее накид и над вогнутым выполняю выпуклый. И далее накид, над вогнутым выполняю выпуклый, незавершенный. Накид, над вогнутым столбиком выполняю выпуклый, незавершенный, общая вершинка. Опять накид, выпуклый, незавершенный и выпуклый, незавершенный. И общая вершинка. И так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение третьего ряда. Видите, третий ряд моего донышка. Это последний ряд. После того, как я выполнила 2 столбика выпуклых с общей вершинкой, я ввожу крючок, обратите внимание, воздушную пропускаю, ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю соединительную. Ниточку я обрезаю, немножко подлиннее оставляю. Я выверну шапочку на изнаночную сторону и дырочку вот этой иголочкой затяну. И видите, донышко у нас резко мы сокращали, всего лишь 3 ряда, потому что шапочка у нас с напуском, и вот сама моделька, она предусматривала такое донышко. Выворачиваем и затягиваем нашу дырочку. Я вывернула шапочку на изнаночную сторону. И теперь вот донышко. И беру и прямо вот хорошо-хорошо прошиваю. Чтобы не было дырочек, подтягиваю. Вот таким образом. После того, как я подтяну, ниточку я убираю, шапочку выворачиваю, и мое изделие готово. Промеряем нашу шапочку, посмотрим, какие размеры. Высота шапочки у нас получилась 24, где-то 24-25 сантиметров, видите, да, вот 25 сантиметров. И ширина в свободном состоянии это 26 сантиметров. Но опять же хочу сказать, что шапка эластичная, и резинка эластичная, и сам узор, поэтому очень хорошо растягивается, видите, вплоть до, вот, сейчас я покажу вам, 29, даже 30. Вот такая красота у нас с вами получается. И наше донышко. Напоминаю, донышко мы выполнили за счет резких сокращений. И всего лишь 3 ряда у нас в донышке. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую шапочку. Она великолепно будет смотреться в любом цвете. Я покажу сейчас на манекене варианты, как вы можете носить эту шапочку. Видите, да, вот наше донышко присобирается хорошо очень.
То есть вот таким образом. Достаточно просто вяжется. И можно носить. То есть вы можете макушечку просто вот таким образом сделать. Тоже очень хорошо смотрится. Можно просто вот таким образом, как бы с напуском. То есть все зависит от вашего желания. Видите? Шапочка будет великолепно смотреться буквально в любом цвете. Очень простой узор, красивая резиночка. Присоединяйтесь. Не забывайте, кто еще не подписался, подписываться на мой канал, ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. Может, вы где-то использовали эту резиночку, этот узор уже в другом изделии. Обязательно пишите. До новых встреч и творческих вам успехов!